Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать до 10 февраля, также что не стоит покупать до 10 февраля, что обязательно нужно сделать до 10 февраля, чтобы убрать из вашего дома энергию нищеты, бедности, а также болезни и привлечь изобилие, достаток и благополучие. Друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, друзья, давайте начнем с того, что у нас с вами новолуние 10 февраля. И новолуние 10 февраля наступит в 1:59 по московскому времени. Но это, друзья, еще не все. 10 февраля у нас с вами официально вступает в свои законные права зеленый деревянный дракон. А это говорит о том, что уже 2024 год начинает работать на полную силу. Но мы с вами, друзья, должны подготовиться к этой дате, к 10 февраля. Для чего? А для того, чтобы следующий весь год в нашей жизни прошли не только кардинальные изменения в лучшую сторону, но и также вы смогли привлечь те мыслимые и немыслимые блага, друзья, которые вам нужны в жизни. Давайте разбираться, что же несет в себе это новолуние и вообще на что вам стоит обратить внимание. Ну, давайте начнем с того, что у нас с вами новолуние в знаке зодиака Водолей. А что это у нас? Это когда каждый из нас должен в первую очередь работать в команде. Если мы говорим о семье, то ваша семья должна стать цельной, целым ядром. То есть не так должно быть, что дети в одну сторону смотрят по жизни, муж в другую, жена в третью, или, например, родитель и дети. То есть все должно смотреться в одним единым целым. И новолуние именно в Водолее нам это программирует и нас заставляет обратить внимание на то, что происходит в нашей жизни, что происходит у каждого в семье или на работе. То есть любую сферу, которую вы бы не выбрали, вам нужно искать объединение, находить именно союзы. И тогда вы сможете действительно на протяжении всего года прожить и счастливо, и благополучно, и радостно. Очень важно, чтобы вы, начиная после 10 февраля, не боялись впускать в свою жизнь новые возможности, людей, контакты, новые связи. Конечно же, это не значит, что все это будет в хорошем смысле слова, потому что каждый день в нашей жизни происходят ситуации, люди, которые нас учат тем или иным моментам. И ваша задача находить вот те рациональные зерна, которые вам нужны для жизни. Кроме того, 10 февраля, хоть и новолуние наступит в 1:59, но вам лучше постараться это время провести в уединении. Уделите внимание своему здоровью, своей красоте, своей духовности. Уделите внимание тем материальным и нематериальным благам, которые вы хотите, чтобы на протяжении этого 2024 года были реализованы. Кроме того, обращаем ваше внимание, у нас с вами и китайский Новый год, да, в Китае отмечают, тут сейчас скажут о том, что вы сюда приплели, кому он нужен, у нас другая культура и так далее, и так далее. Но вы должны понимать и то, что этот год наступает, и официально вступает в права. И вот деревянный зеленый дракон, он бывает раз в 60 лет, поэтому сейчас вам важно заложить фундамент, заложить основы на следующие 30-60 лет. Конечно же, и это нужно вам сделать уже упрямо с 10 февраля. Но вы должны еще успеть подготовиться к тем изменениям, которые вас ждут. Поэтому
Что мы рекомендуем вам сделать? Постарайтесь 10 февраля провести в кругу самых близких вам людей, с теми людьми, которые вас поддерживают, которые вас понимают. Если вы в этот момент в командировке, в отпуске, где-то на отдыхе, позвоните, напишите смс-ку, отправьте. У вас должна быть энергетическая связь обязательно в это новолуние с теми людьми, которых вы действительно любите и цените. Кроме того, 10 февраля– это прекрасный день для общения по интересам, для проведения всевозможных семинаров, тренингов, конференций. И это очень важно понимать и осознавать, потому что это все объединение. Там, где союз, там, где объединение, то есть люди видят какие-то определенные цели, объединяются и достигают их. И поэтому ваша задача именно в это новолуние стараться сделать. На что мы вас рекомендуем обратить внимание? Пожалуйста, вот у нас до 10 февраля есть еще время. Ваша задача осуществить в своем доме, в своей квартире, на рабочем месте расхламление. Избавьтесь как минимум от 5 ненужных вещей. И постарайтесь, когда вы будете ее выбрасывать, скажите следующее: старое выбрасываю, новое привлекаю в свою изобильную жизнь. И вот эта практика поможет вам освободить пространство для новых энергий и возможностей. Кто-то скажет о том, что мне нечего выбрасывать, у меня нету. Найдите то, что оно всегда есть. Найдите, возможно, что-то из каких-то футболок, возможно, какие-то джинсы, возможно, какие-то вещи, возможно, что-то на кухне у вас, какое-то оборудование, какие-то баночки, скляночки. Это очень важно. Поэтому, пожалуйста, 5 ненужных вещей до 10 февраля, пожалуйста, избавьтесь. Вот прямо себе крупными буквами напишите. Далее, обязательно до 10 февраля проведите генеральную уборку в доме. Конечно же, кто-то живет сейчас в тех странах, где очень холодно, соответственно, окна помыть нельзя, да, но вы можете влажно сделать уборку, генерально переложить все вещи, вы можете сделать генеральную уборку на своей кухне, заодно пересмотреть, какая посуда вам уже точно не нужна, какие крупы стоит избавляться от те же сковородки, всевозможные приспособления, которых, возможно, у вас их по несколько штук. От всего этого нужно избавляться, потому что вам это не нужно. И вступайте в новый 2024 год, пусть он будет как хотите, называйте это по китайскому гороскопу, как угодно, но вы должны понимать и то, что новолуние для вас должно быть таким вот триггером. Вы должны понимать и осознавать, что это для вас очень важно, и вы действительно можете многое изменить в своей жизни. Поэтому не забудьте во время уборки проветривать помещение. И очень важно, чтобы вы само новолуние, именно 10 февраля, как можно чаще открывали окна, двери и проветривали. Понятно, что там, где сильные холода, это не сильно получится, но хотя бы на пару минут запускайте воздух, потому что с воздухом заходит вот эта вот небесная энергия. И проводя генеральную уборку, это поможет вам избавиться от старой энергии и создать благоприятную обстановку для Нового года. Также, девочки и мальчики, сделайте изменения в своей внешности. Если вы хотите изменений в вашей судьбе, то сделайте изменения, начните с себя. Это может быть новая прическа, это может быть новый цвет волос, это может быть макияж, маникюр. Конечно же, женщинам это легче реализовать, чем мужчинам, но важно начать этот ритуал, и тогда вы поймете и осознаете для себя, что же для вас важно и нужно. Далее, дело в том, что новолуние у нас знаки зодиака Водолей,
А Водолей у нас любит благотворительность. Поэтому постарайтесь принять участие в благотворительности. Вообще сам дракон любит щедрых людей, и поэтому это поможет вам привлечь положительную энергию в свою жизнь. При этом не обязательно это нужно давать деньги, как многие думают. Нет, это может быть какой-то совет, это может быть какая-то кому-то рекомендация, возможно, вы где-то кому-то поможете, кого-то подвезете, кто куда-то опаздывает, или дадите какой-то очень важный совет, который человеку поможет в жизни. Обращаем ваше внимание, это у каждого свое. Далее, девочки и мальчики, обязательно постарайтесь сделать подарки вашим близким и родным людям. Будет здорово, если вы сделаете подарки, связанные именно с деревом. И это может быть все, что угодно, потому что именно дракон, как вы знаете, он зеленый, он деревянный, и он любит все, что связано с деревом. Обратите на это внимание. Кроме того, у нас с вами начинается действительно, вот после 10 февраля, многие, кто чувствует уже энергии, которые идут с космоса, со Вселенной, говорят о том, что да, энергии поменялись, и они достаточно сильные. И девочки и мальчики, вы знаете, это все неспроста. А прямо сейчас поставьте лайк этому видео, а в комментариях, девочки и мальчики, напишите одно слово «деньги», и тогда 2024 год станет самым изобильным годом. Не пожалейте, напишите слово «деньги». Активируйте, пожалуйста, это. Далее. На что еще вам стоит обратить внимание и сделать? Во-первых, ни в коем случае до 10 февраля не покупаем новые вещи от слова совсем. Кто-то скажет там, ой, а что же мне надо? Купите уже после наступления новолуния, после 1:59, уже 10 февраля, будете ходить по магазинам, шопиться и так далее. Но вот эти дни, пожалуйста, не тратьте денежную энергию. То есть, если вам нужны продукты питания купить, оплатить коммунальные услуги, там, кредиты, долги, это все отлично. Но только не покупаем вещи, что касается вас. Кроме того, старайтесь нигде не опаздывать, иначе вы можете лишиться чего-то важного. Далее, не обманывайте. Особенно это касается близких, родных людей. И это касается тех, с кем вы создаете бизнес, партнерство. Это очень важно. Кроме того, до новолуния ни в коем случае не совершайте крупные покупки, даже если они у вас были запланированы. Потому что, к сожалению, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому не стоит сейчас совершать покупки, подождите до 10 февраля. Почему еще? Потому что еще до 10 февраля у нас есть время, и за этот период в вашей жизни могут произойти такие изменения. Вы видите, что сейчас время достаточно вот такими вот прыжками, да, происходит. То есть вроде бы здесь было одно, раз, вот здесь уже совсем другое. Раз, следующая картинка, раз. И вот так и многих у людей в жизни. Поэтому, пожалуйста, не спешите, забронируйте, сделайте, но не делайте крупные покупки, пожалуйста. Также постарайтесь до 10 февраля не проводить время в шумных каких-то компаниях, на каких-то мероприятиях. Почему? Потому что ни к чему это хорошему не приведет. Во-первых, сейчас у нас с вами идет убывающая луна, да, до 10 февраля. Людей энергии не хватает, а вам надо контролировать свои слова, действия, мысли, что вы говорите. Почему? Потому что у людей вы можете сказать какую-то фразу, какое-то слово, а другого человека это может настолько взбудоражить, столько его разозлить, что вместо добра вы сделаете зло и себе, и другим людям. Поэтому, чтобы такого не было, не стремитесь сейчас проводить время в шумных компаниях. Даже если вы сейчас общаетесь с родными, с близкими, с дорогими вам людьми, старайтесь не поднимать какие-то темы, которые связаны там, с политикой, с какими-то действиями, которые происходят в мире. Почему? Даже если вы придерживаетесь
одних взглядов обращаем ваше внимание, что вот до новолуния время это будет какой-то хаос. И люди многие сейчас не понимают, что им делать, куда бежать, где быть. Кроме того, сейчас начинают, вы видите, развиваться события достаточно интересно. Эти события, они меняют ход истории даже. Вы сами об этом даже пишете. А в моем городе вот такие вот события. Хотя раньше об этом городе никто не знал, не слышал. Или еще какие-то события. Поэтому ваша сейчас задача находиться в гармонии, находиться в состоянии радости, состоянии счастья. Это очень сложное состояние, потому что особенно те, кто очень привязан к черному ящику, постоянно слышат какие-то негативные слова, они какие-то слышат негативные программы, и это очень сильно влияет на людей. Обращаем, друзья, на это ваше особое внимание. Поэтому обратите внимание на эти моменты, о которых мы сегодня с вами проговорили. Обязательно поставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «деньги». И, девочки и мальчики, у нас есть время, мы готовимся с вами и к новолунию, и к китайскому Новому году, который именно 10 февраля наступает, год зеленого деревянного дракона. Время достаточно интересное, время достаточно уникальное, поэтому благодарите высшие силы, благодарите Бога за то, что вы проживаете вот сейчас этот момент, потому что те события, которые происходят, они очень-очень удивительны и волшебны, потому что мы с вами меняемся, и это очень важно понимать и осознавать. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «деньги», можете написать какие-то свои планы, свои мечты на 2024 год, и Вселенная обязательно вам поможет реализовать. Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, нас, нашу команду, наш канал, в описании есть ссылка на донат, так и написано, благодарность можно выразить по ссылке, переходите, любая сумма нам будет приятна, кто нам помогает, нас поддерживает, мы вас очень-очень благодарим и отправляем вам все самое-самое наилучшее в энергетическом плане. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!